Весна в округе Вашингтон обычно радует теплым солнцем, цветущими деревьями и пробуждающейся природой. Однако в одном из приютов для животных в этом районе над произошедшими событиями нависала тень. В один из дней, когда сотрудники заведения готовились к очередным вызовам, они получили сообщение, которое сильно изменило их рабочий день. Бесхозная собака, известная по кличке Блу, пришла в чужой дом в поисках тепла и защиты. Ожидая, что этот пес мог стать чьим-то любимцем, они быстро отреагировали на сигнал и направили сотрудника по контролю за животными, чтобы забрать Блу и доставить его в приют. Блу был ярко-голубым лайкой, с блестящей шерстью и глазами, полными жизни. Никто не знал, сколько времени он провел на улице. Отчаяние и предательство оставили заметный след на этом милом существе. Он бродил по улицам, искал еду, укрытие и, главное, любовь. Несмотря на все трудности и страдания, Блу имел удивительное качество. Он мог любить всех, кого встречал на своем пути. Это было удивительно, и отчасти именно поэтому он привлекателен для сотрудников приюта. Прошедшие недели выдались зловещими для приюта. Пандемия COVID-19 закрыла двери для посетителей. Вместо того, чтобы радовать детей и их родителей, как это было раньше, теперь персонал мог принимать гостей только по предварительной записи. Это значительно сократило количество людей, желающих забрать питомца в семью, и лишь сделало ожидания более невыносимыми для собак, включая Блу. Месяцы прошли в тишине, в то время как надежда на то, что его кто-то возьмет, постепенно угасала. Однако этот вынужденный промежуток оказался неприятным, но скрытым благословением. Для Блу в эти часы одиночества и трудной борьбы с забытьем в конце концов произойдет чудо. Чтобы повысить шансы Блу на переезд в новую семью, сотрудники приюта решили сделать видео с его любимой игрушкой — синим скрипучим мячом. С собакой они записали, как она весело гоняется за мячом, увлеченно занимается игрой и непрестанно лает от счастья. С видео они выложили комментарий: «Это моя собака». Вскоре оно стало вирусным в социальных сетях. Несколько месяцев назад Блу исчез из своего дома в Теннесси. Его владелец, Джейсон, бурно переживал потерю своей верной собаки. Блу был не просто собакой для Джейсона, он был его другом и спутником. К сожалению, обстоятельства заставили Джейсона переехать в Техас из-за работы, и хотя он надеялся найти Блу, его поиски так и не увенчались успехом. Он искал по всем округам, но каждый раз, возвращаясь с пустыми руками, чувствовал, как его сердце разбивается. Когда Джейсон увидел видео с Блу, его сердце растаяло. Он не мог поверить, что это действительно его лучший друг, как будто вся надежда, что он потерял, внезапно вернулась. Он незамедлительно связался с приютом, чтобы выяснить, правдиво ли утверждение человека, который идентифицировал себя как владельца Блу. Сотрудник приюта, разговаривая с Джейсоном, подтвердил его надежды, попросив его предоставить фотографии его собаки. Вскоре они получили фото, и у Джейсона не было сомнений. Это был Блу. Сколько страданий и утрат их разлучали. И теперь, когда новая надежда вновь зажглась в сердце Джейсона, он решал, что готов сделать все, чтобы вернуть своего мальчика. Он поехал, не задумываясь, проехав 1200 миль, подготовив машину и себя к воссоединению с его давно потерянным любимцем. В день воссоединения Джейсон приехал в приют. Его сердце колотилось как никогда. Каждая секунда, каждое мгновение, которое он провел в ожидании, чувствовал, как напряжение растет. Когда ему, наконец, разрешили встретиться с Блу, он вошел в комнату, где содержалась собака. Блу не сразу узнал его. Он смотрел на нового человека с педагогической настороженностью. Но это было только мгновение. Даже до того, как Джейсон произнес его имя, собака молниеносно узнала своего хозяина. «Блу!»
— закричал он, и в этот момент вся комната наполнилась эмоциональным восторгом. Блу мгновенно бросился к Джейсону. Его хвост как будто был на предельной скорости. Он прыгал, кружил и тыкался в своего хозяина, излучая радость, которую нельзя было сдержать. Слезы медленно ползли по щекам Джейсона, когда он стоял на коленях и обнял Блу. Было совершенно очевидно, что собака была привязана к этому человеку. Говорит один из сотрудников приюта, наблюдая за этой эмоциональной сценой. Взгляд Блу был полон жизни, а его язык сливался с движением, когда он касался лица Джейсона. В этот момент они оба были самыми счастливыми существами на планете. «Я не могу поверить своим глазам», — говорил Джейсон, безмерно счастливо уставившись на своего друга. Это было больше, чем просто очередная встреча. Это было воссоединение двух душ, которые были разлучены на слишком долгое время. Это были мгновения, которые никогда не были забыты. На следующее утро, когда утреннее солнце уже начинало подниматься над горизонтом, Джейсон и его верный друг Блу выехали в новую жизнь, полную надежды и любви. Они были готовы написать новую главу вместе, и это была глава о любви, преданности и надежде. Блу снова обрел дом, и с ним все радости, которые несет с собой дружба. Жизнь дала им второй шанс, и они оба знали, что не позволят ему упустить. Поняв, что у него есть возможность стать послом для других заброшенных животных, Джейсон решил, что он станет адвокатом Блу и других собак, которые находились в том же положении. Он захотел, чтобы другие хозяева знали, что надежда всегда там, даже когда кажется, что все потеряно. Он начал выступать в защиту бездомных животных, делая все возможное, чтобы помочь приютам и продвигая важность усыновления. Блу, который в очередной раз пережил потерю и нашел вновь свою семью, стал вдохновением для многих людей, и особенно для Джейсона. Каждый раз, когда Джейсон смотрел в его глаза, он понимал, что Блу не просто собака. Он был носителем надежды, напоминанием о том, что любовь и верность — вещи дорогие и незаменимые. С тех пор, как они воссоединились, Блу и Джейсон стали неразлучными. Каждый день был наполнен приключениями, гулянкой в парке и уютными вечерами дома. Время, которое они провели вместе в забвении, помогло им создать более крепкую связь, чем когда-либо. У Блу были свои привычки. Он всегда искал Джейсона в каждом углу, когда тот покидал дом, и ждал у двери, когда тот возвращался, давал понять, как сильно он его ждал. И вот, через несколько месяцев после воссоединения, Джейсон стоял в парке, наблюдая, как Блу играет с другими собаками. В тот момент он осознал. Его любимец не просто вернулся. Он принес новое значение жизни. Джейсон знал. Теперь он мог дать Блу не только дом, но и будущее, полное заботы, любви и понимания. Эта ветвь единства оставила неизгладимый след в их сердцах, пробуждая чувства, которые были потеряны и, наконец, обретены вновь. Теперь у Блу не было просто дом, у него была семья, и это всегда будет основой их невероятной истории, о которой они не устанут рассказывать другим. В тот день, когда он, наконец, вернулся домой, они не просто стали владельцем и питомцем, они стали лучшими друзьями, клянясь сохранить этот союз на всю жизнь.